Мы привыкли думать, что в большинстве своем фильмы о танцах – это достаточно посредственное кино, как в смысле драматургии и сюжета, так и с технической точки зрения. Среди представителей жанра подобные примеры действительно встречаются и, наверное, первыми приходят на ум. Но посмотрев более 60 фильмов о балете, самый ранний из которых вышел в 1911 году, а самый поздний в 2025, могу с уверенностью утверждать, среди них есть настоящие шедевры. В течение нескольких месяцев я искала и смотрела художественные фильмы о балете из Европы, Америки, СССР, Азии и Австралии. Чудесным образом находила редкие одноголосые переводы, а иногда смотрела в оригинале и отдельно читала и переводила синопсис. Писала много-много заметок. И, наконец, сейчас готова поделиться с вами результатом. Размышляя над тем, как же собрать всю эту информацию в видео, пришла к выводу, что лучше старого доброго хронологического метода еще ничего не придумали. Поэтому сегодня в этой серии мы будем говорить о фильмах 20 века. Начнем наше путешествие в 1911 году, а завершим в 1999. Меня зовут Наталья, вы на канале Неприма, где я простым языком и с большой любовью рассказываю интересные истории из мира танца. Открывает список датский немой фильм аж 1911 года выпуска. Называется он «Балерина», и с точки зрения современного зрителя это абсолютный обман. Из всех сцен лишь один небольшой эпизод с натяжкой можно описать как околобалетный. В нем актриса в балетном костюме позирует художнику, пытаясь подражать танцовщицам. Подражание это настолько небрежное, что просто диву даешься. Почему скандинавы, у которых вообще-то сильная балетная школа и давняя традиция, не могли проконсультироваться со своими коллегами из Королевского театра и прояснить хотя бы тот момент, что в балете вообще-то все позиции выворотные. Брать на главную роль балерину действительно смысла не имело, поскольку никаких танцев в фильме нет, а профессиональная деятельность персонажей сводится в итоге к декламации и разыгрыванию драматических сцен. А вот следующий фильм, снятый в предреволюционной Российской империи, представляет для нас гораздо больше ценностей и интереса. Он тоже немой, зато зрительских ожиданий не обманывает. Сказано вам «умирающий лебедь», значит будет вам «умершая дева-птица». Все честно. Главную роль здесь играет красивая и выразительная балерина императорских театров Вера Каралли. Мне ее игра кажется достаточно убедительной для немого фильма. Вере удалось создать образ персонажа, которому сопереживаешь. История строится вокруг отношений молодой немой балерины Гризеллы с возлюбленным, и позже еще с экзальтированным художником. Последний, повернутый на всем, что связано со смертью, пишет с нее умирающего лебедя. Что из этого выйдет, посмотрите сами. Здесь, конечно, никаких вопросов к балетным позам нет, а про излишнюю старательность Веры и легкую склонность к ногозадиранию, чтобы произвести впечатление на зрителя, рассказывала в этом коротком видео. Следующий фильм, хоть и повторяет название предыдущего, отделен от него 2 десятилетиями, за которые кино и кинодраматургия претерпели значительные изменения. Это уже что-то нам более понятное и привычное. Впрочем, я, честно говоря, этому фильму все равно предпочла бы его более поздний американский ремейк, но об этом чуть позже. По сюжету ученица школы Парижской оперы по-детски влюблена в приму мадемуазель Бапре, видит в ней совершенство и близко к сердцу принимает приезд в театр потенциальной конкурентки, мировой знаменитости Ла Карин. Девочка Роз в порыве эмоций, защищая своего идола, совершает страшный поступок, в результате которого мадемуазель Карин ломает ноги и заканчивает карьеру. А Роз сталкивается не только с угрызениями совести, но и с тем, что ее представления о людях не соответствовали действительности. Ла Карин оказывается очень добрым и хорошим человеком, а мадемуазель Бапре – легкомысленной красоткой, решившей бросить балет ради выгодного замужества. «Умирающий лебедь» позволяет нам заглянуть в закулисье Парижской оперы и увидеть отрывки из спектаклей. В роли мадемуазель Бапре прекрасная Туали Вет-Шевере. Ла Карин – хорватская балерина Мия Славенска. В отличие от ремейка, дети здесь тоже явно балетные. Но вот игра главной героини и ее подруг оставляет желать лучшего. Контраст с американской версией, где актриса так проживает ситуацию, что хочется просто отдать ей все награды мира и заодно на несколько лет вперед платить психотерапевта, просто огромный. Но этим-то и интересны сравнения.
Вот мы наконец-то добрались до нее, до развесистой клюквы. Ох, кому русских варваров, разжигающих костры в коридорах отеля, там же практикующихся в швырянии ножей, акробатических трюках и все, ясное дело, подводку. Это, конечно, нечто. Правда, в фильме достаточно много танцев и неплохих. Главную женскую роль исполняет Вера Зорина, ученица Ольги Преображенской и Сергея Легато, артистка русского балета Монте-Карло. И не знаю, конечно, насколько это считается регалией, но жена великого мистера Би. Точнее, одна из жен мистера Би. А в зрелые годы Вера, как выяснилось, занимала пост худрука Норвежской национальной оперы. В общем, ура, балерину играет балерина. Но можно ли простить за это костры и водку, я не знаю. Советский фильм рассказывает историю любви молодой балерины Наташи и оперного певца Алексея, разворачивающуюся в послевоенном Ленинграде, куда оба героя возвращаются из эвакуации. Это кино примечательно тем, что в нем нет настоящих злодеев, а персонажи, которых можно отнести к отрицательным, скорее комичны. Герои тут не борются друг с другом, а скорее проходят через опыт, взрослеют как артисты и личности. Хотя на первом месте вы везде будете видеть имя Галины Сергеевны Улановой, она, строго говоря, не является частью актерского состава. Нам показывают фрагмент Лебединова с Улановой Одеттой и Преображенским Зигфридом, но это вставной эпизод. Героиня Наташа вместе с подругой танцует здесь в кардебалете. Больше мы Уланову не увидим, никакой роли в развитии сюжета она не сыграет. Это, видимо, просто поклон режиссера в сторону великой балерины, ну или вынужденная мера, принятая по настоятельной рекомендации сверху, что, в общем-то, тоже возможно. Честно говоря, об Улановой в дальнейшем и не вспоминаешь. Юная, легкая Мира Редина приковывает к себе все внимание. Редина – одноклассница Плесецкой, работала в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко. И танцевала как в классике, так и в постановках современников, в том числе Владимира Бурмейстера. В фильме в отрывках из Лебединова и «Спящая» она смотрится свежо и хорошо. Кое-где до коленки не дотягивает, но это явление нередкое. Любопытно, что Рединой после солистки балета предлагали множество ролей, но она выбрала театр и танец. Тот самый ремейк французского «Умирающего лебедя», который уже начала нахваливать выше. Фильм мне действительно очень понравился, с удовольствием его пересмотрела и, думаю, буду смотреть еще. В отличие от французского оригинала, неоконченный танец цветной, и постановщики пользуются этим в полной мере. Невероятные костюмы, цветовые сочетания и декорации. Просто красота. В роли мадемуазель Буше шикарнейшая Сид Черис. Рассказывала о ней в видео об актрисах-балеринах, обязательно посмотрите. Сид – профессиональная танцовщица, тоже бывшая частью труппы балета Монте-Карло, но сделавшая выбор в пользу Голливуда, где стала суперзвездой мюзиклов. Соперницу Буше, Ладарину, играет Карин Бут, которая ранее никогда не танцевала, и на фоне Черис это все-таки заметно. Но образ Ладарины получился ярким и запоминающимся. Главное сокровище фильма – девочка Мэг, фантастически правдоподобная и временами просто душераздирающе сыгранная Маргарет О'Брайен. На мой взгляд, для 10-летнего ребенка актерская игра и вовлеченность невероятные. Классической базы Мэг немного не хватает, и на танец ее смотреть временами чуточку больно, но вот в данном случае это и правда можно простить. Очень советую посмотреть, мне кажется, вы не пожалеете. Кстати, финал немного отличается от оригинала, так что интрига сохранится для вас до самого конца. «Башмачки» считаются не просто классикой балетного кино, но и важным явлением в кинематографе вообще. Фильм повлиял на творчество многих европейских и американских режиссеров. Сюжет строится вокруг антрепризы инфернального и несколько социопатичного импресарио Лермонтова, списанного якобы с Дягилева. Племянница одной богатой дамы, Виктория, знакомится с ним в удачный момент, когда Лермонтов выгоняет из труппы собравшуюся замуж приму. По его мнению, артистка должна полностью посвятить себя искусству. Но сделав ставку на молодую Викторию, он тоже прогадал. Девушка влюбилась в музыканта Джулиана, чем вызвала страшное недовольство импресарио и, увы, обрекла себя на гибель.
гибель. Образ Виктории, чью роль исполнила Мойра Ширер, узнаваемый и, пожалуй, культовый. Можно предположить, что яркий макияж Нины в «Черном лебеде» родом отсюда. Театральный грим в кино – явление необычное и смелое. Вообще, создатели «Черного лебедя», есть у меня такое подозрение, очень сильно вдохновлялись красными башмачками. Мистика и чертовщинка, скорее всего, тоже пришли отсюда. Шотландка Мойра – балерина Седлерс-Уэллс, будущего королевского балета Великобритании. Она участвовала в постановках Аштона, но карьеру закончила рано. Ее манило актерское поприще. В башмачках Мойра прекрасна и как актриса, и как танцовщица. Еще хочется отметить великого артиста и хореографа Леонида Мясина, который появляется здесь во второстепенной, но яркой характерной роли. И тоже, конечно, танцует. Кстати, считается, что сам спектакль «Красные башмачки» стал одной из первых в истории кино настолько длинных танцевальных вставок. Без нее не появились бы мюзиклы «Американец в Париже» и «Поющие под дождем». То, что Ингмар Бергман – легендарнейший киномастер, известно даже такому далекому от киноискусства человеку, как я. И в «Летней игре» невозможно не заметить эту руку гения. Фильм очень интересно снят не только с точки зрения истории и психологизма, но и в смысле построения кадра. Посмотрите, например, на эти сцены в гримерке, ну здорово же. Главная героиня, находящаяся в кризисе, вспоминает юность и закончившуюся трагедией историю своей первой любви. Балерину здесь играет шведская драматическая актриса Май-Брит Нильсон. Ей, видимо, помогает дублерша. Из балетных сцен тут фрагмент Лебединого, немного репетиций и домашних занятий у станка. Когда я увидела эти кадры с крысятами Парижской оперы, бегающими по крыше Пале Гарнье, у меня, с одной стороны, все внутри замерло от ужаса. Кто пустил детей на крышу в пуантах? А с другой взорвалось от восторга. Настолько это красиво и атмосферно. Но, как ни удивительно, все снято в павильоне. С оперой не удалось согласовать график съемок. Хорошо, конечно, что никто не подвергал детей опасности. И в то же время, как реалистично получилось. Вот она, настоящая магия кино. Фильм мне не удалось найти в переводе, пришлось смотреть во французском оригинале, что, впрочем, больших трудностей с пониманием не вызвало. Потом, конечно, все равно нашла описание синопсиса по сериям и перевела. Да, это именно сериал 1966 года. Рассказывается в нем о внутренней кухне школы Парижской оперы. Главные герои – наши любимые крыски. Если вы не в теме, посмотрите короткое видео. Здесь снова про соперничество, зависть, вину, но без мистики и нездорового нагнетания драматизма. По-моему, отличный пример действительно очень хорошего кино про реалии балетного закулисья. Все актеры – танцовщики. Смотреть одно удовольствие, даже без знания языка. Вероятно, вы слышали о фильме с таким названием. Там еще сыграла Эмма Уотсон. Но то ремейк, а я вам сейчас рассказываю об оригинале. Это такой классический телевизионный проект старого образца. Студийные съемки, примерно одни и те же интерьеры. При этом очень миленькое, душевное английское кино о 3 сиротках, которые начинают брать уроки балета. Взрослые актеры приятные, девочки симпатичные, смыслы правильные, никаких претензий. Возможно, только немножко скучновато. И вот мы добрались до американского балетного бума. В 70-х, 80-х были сняты те самые фильмы с Барышниковым, кадры из которых вы точно не раз видели. Начнем мы с «Поворотного пункта», который, опять же, вопреки всем описаниям, вовсе не на образе Барышникова строится. Он тут есть, да, играет, танцует, как всегда прекрасен, но в центре повествования другие герои, а точнее героини. Мне здесь нравится психологическая и ситуативная реалистичность. Здесь нет фантастических тварей, коварных черных лебедей. Зато на первом плане судьбы 2 балерин, некогда подруг и соперниц. Одна выбрала семью, родила 3 детей и мучается из-за того, что не реализовалась в профессии. Вторая же добралась до карьерной вершины, стала значимой и уважаемой фигурой в искусстве. Но годы берут свое, силы заканчиваются, а за пределами работы жизни нет. И вот они встречаются, видят непрожитые жизни, выясняют отношения.
На этом фоне юная талантливая балерина, дочка первой героини, делает первые шаги в профессии и впервые влюбляется. Самое невероятное, что две взрослые героини списаны с матери и крестной Лесли Браун, исполнительницы роли девочки, дочки. То есть она, по сути, здесь играет саму себя. Лесли – профессиональная балерина, это сразу видно. В будущем она стала примой ABT. Все артисты балета здесь профессионалы. Одно удовольствие смотреть на правильные позиции и красивые балетные тела на классах, репетициях и выступлениях. Часть фильма, кстати, и это достаточно необычно, запись гала, где появляются помимо Барышникова, например, Сьюзан Фаррелл с Питером Мартинсом и Марсия Хайде. А еще одну из эпизодических ролей играет Александра Данилова, некогда балерина Дягилевской антрепризы. По мне, так замечательный фильм, без всяких надумок-придумок про стекла. Все очень жизненно. Я стараюсь включать в список именно балетные фильмы, не про другие танцы, но мимо этого просто не могу пройти. Боб Фосс, легендарнейший бродвейский хореограф, о котором мне очень хочется сделать однажды видео, снял в нестандартной форме, по сути, свою автобиографию. Это удивительно и ни на что не похоже. Давайте оставим эту историю для видео о Фоссе. Пусть меня эта недосказанность мотивирует осуществить задумку. Единственное, просто не могу не отметить космические, потрясающие ноги Энн Ранкинг, бродвейской танцовщицы и возлюбленной Фосса, которая здесь играет саму себя, что придает дополнительную пикантность сюжету. Тут мы длительных остановок не делаем, ибо это, простите, лютый кринж. Очень криповые постельные сцены, которых здесь зачем-то много. Взрывающие мозг ситуации и в целом, что я вообще посмотрела. Зачем это сняли? Зачем в это кто-то деньги вкладывал? Возможно, фильм просто отражение своего времени, каких-то процессов, происходящих в британской телеиндустрии, не знаю. Танцовщики красивые, да, танцы странные, время я бы тратить не стала. Масштабный биографический сериал о великой русской балерине начала XX века. Это международный проект, в котором приняли участие зарубежные актеры. Например, мужа Павловой Виктора Дандре сыграл известный британский артист Джеймс Фокс, а в эпизодах появился оскароносный режиссер Мартин Скорсезе. В общем, в фильм серьезно вложились во всех смыслах, и это видно, все сделано на высочайшем уровне. Жизнь Павловой показана с разных ракурсов и во множестве подробностей. В заглавной роли профессиональная балерина, выпускница Воронежского хореографического училища Галина Беляева. Не выдающаяся, но вполне приличная танцовщица, очень красивая женщина. В эпизодах и массовке тоже артисты балета. Замечательный фильм, классика, обязательно надо смотреть. Клише на клише сидит и клише погоняет. Сварщица по вечерам танцует в клубе, но мечтает о классическом балете. Даже не знаю, нужно ли что-то добавлять. Но опять-таки спасибо кастинг-директору за потрясающую главную героиню, она очаровательная. И спасибо оператору, в отличие от многих фильмов о клубных танцовщицах, женское тело здесь показывается не как мясо. Создатели все-таки видят в нем красоту, любуются актрисой, и мы вслед за ними. Я очень люблю этот фильм с Майклом Дугласом и множеством бродвейских звезд. И думаю, что его стоит посмотреть, чтобы понять, кто он вообще такой, артист Бродвея. Иногда можно услышать пренебрежительное: «Ой, ну они же не классики». Да, они точно не классики, но они вообще-то неплохо владеют балетной техникой, а еще джазовым танцем, уличными направлениями, прекрасно поют и занимаются актерским мастерством. Это вот реально люди, которые должны быть талантливы во всем. Для Америки фильм – абсолютная классика, и не только для США, как мы увидим позже. Одна из героинь европейского фильма, балерина, будет кардебалет пересматривать. Шпионский экшен с Барышниковым и чечеточником Грегори Хайнсом, а также с прекрасными Изабеллой Росселлини и Хелен Миррен. Именно здесь Барышников крутит 11 пируэтов и танцует под Высоцкого. Фильм есть во всех подборках, о нем очень много говорят, поэтому не будем останавливаться. Годом позже в СССР выходит фильм с Екатериной Максимовой в образе уставшей, стареющей балерины.
Она живет в просторной квартире с мужем, которого, кажется, уже не любит. Танцует ведущие партии, но не чувствует себя счастливой. И вот в ее жизни появляется таинственный незнакомец. Пересказывать сюжет вряд ли имеет смысл. Фильм – экспериментальный, пласт реальности переплетается с фантазией. Но в нем много интересных танцевальных фрагментов с прекрасными танцовщиками, и смотреть стоит хотя бы ради них. Главная американская балетная труппа приезжает в Италию, чтобы подешевле снять фильм «Балет Жизель». И параллельно юная танцовщица Лиза, так же как и балетная крестьянка, проходит через первую любовь и первое предательство. Роскошная Алессандра Ферри, Барышников, уже знакомая нам Лесли Браун. Артисты ABT, все в прекрасной форме. Добрая часть фильма – отрывки из «Жизели», прекрасно станцованные. В главной роли трогательная, неземная Джули Кент. Ей тут всего 18, и глаз от нее не оторвать. Наверное, немецкий сериал «Анна» стал одним из моих главных балетных кинооткрытий недавнего времени. Поразительно, что у нас о нем не говорят. По крайней мере, я не слышала. А ведь это образец прекрасного, адекватного фильма о танцах. В Германии сериал о юной балерине Анне Пельцер из Мюнхена вышел на рождественских каникулах и стал суперхитом. Немцы массово повели детей в балетные студии, а ребята-актеры проснулись знаменитыми. Правда, не всем это принесло счастье. Подающая надежды танцовщица Анна попадает в аварию и во время реабилитации знакомится с прикованным к коляске, но не теряющим жизнерадостности сверстником Райнером. Восстановившись, девушка попадается на глаза известному педагогу Ирине Крыловой и переходит на обучение в консерваторию. Затем именно она получает приглашение на престижный балетный конкурс в Париже. В то же время Анна мечется между Райнером и своим танцевальным партнером Яковом. В фильме танцуют профессиональные артисты, опять же, это видно невооруженным глазом. Яркая, веселая, красивая танцовщица Сильвия Зайдель сыграла Анну именно потому, что объединяла в себе качества хорошей актрисы и балерины. Неудивительно, что вся Германия в нее мгновенно влюбилась. В следующем году на волне популярности вышел полнометражный фильм «Продолжение». Мне оно понравилось меньше, потому что акцент оказался смещен в сторону любовных перипетий, довольно сомнительных, в то время как сериал казался очень теплым, не пошлым и подходящим для семейного просмотра. Там немало внимания уделено родителям заглавной героини, ее брату и педагогу. Анна Сильвия танцует очень много, на классах, репетициях и на сцене. Она не великая балерина, но неплохая. В фильме и сериале мы можем увидеть Сильвию как в лирических, так и в драматических образах вроде Адилии, Китри и Кармен. Сильвии, в принципе, идет, хоть она и кажется порой совсем малышкой, как будто эти образы ей немножко на вырост. Но в ней действительно есть вот этот вот стержень и артистизм. Судьба Сильвии Зайдель печальная. Она мечтала играть серьезные роли в кино и театре, но все продолжали видеть в ней Анну. По словам актрисы, Анна разрушила ее карьеру и не дала развиваться. К сожалению, Сильвия не выдержала давления и, много лет прожив в тяжелейшей депрессии, ушла по своей воле. 42 года, совсем молодой. Достаточно посредственный, но красивый, пропитанный готической атмосферой фильм об американской балерине, приезжающей на просмотр в Будапешт и попадающей под злые чары. В каком-то смысле это, наверное, еще один прародитель «Черного лебедя». Тут у нас появляется тема двойничества, и все пронизано мистикой. История как будто бы написана на коленке, причем после продолжительного застолья. Кто эти люди, откуда они появились, какие причины для этих действий, сколько времени прошло, что с ними стало. Все эти вопросы для слабаков, сценаристы ими не задаются. При этом фильм смотреть приятно, именно в смысле визуального восприятия. Живописные виды Будапешта, заброшенные особняки с великолепным убранством, костюмы, а главное – космической красоты 19-летняя Дженнифер Коннелли. Все это доставляет эстетическое удовольствие, ради которого можно прикрыть глаза на плоский сюжет. Успеха у фильма не было, в США он даже не выходил в прокат. При этом Дженнифер в дальнейшем сделала потрясающую карьеру. А в 2002 году
году даже получила премию «Оскар» как лучшая актриса. Какие разные бывают судьбы, да? Дженнифер балетом не занималась, так что, видимо, танцует дублерша. Для меня это, честно говоря, в какой-то момент стало открытием. Уж очень балеринская физика у актрисы. Уже заканчивая монтировать это видео, наткнулась на еще один фильм с Сильвией Зайдель из «Анны». В некоторых источниках он называется «Фейт», в других «Балерина». Между прочим, боевик. Посмотреть уже, честно, не успеваю, но в список добавляем. Легендарный наш фильм 92 года по книге Юрия Короткова. В центре сюжета история ученицы выпускного класса Вагановской академии Юли. Реалии балетного училища авторы показывают достаточно жестко. Внезапная травма самой перспективной девочки за 3 месяца до выпускного спектакля. Проблемы со здоровьем, жестокий педагог, незнание жизни за пределами театра. Атмосфера фильма темная, грустная, серая. Она передает усталость, знакомую всем студентам старших курсов. Авторы сравнивают этих девочек с Велисами, мертвыми невестами, которые умерли слишком молодыми, чтобы узнать, что такое любовь. Как Велисы закрыты в своих гробах, так девочки-героини закрыты в стенах училища, где проводят много-много лет. Они такие же холодные и такие же мертвые внутри, и только танец пробуждает в них радость. Красивая и страшная метафора. Юля влюбляется, и ей приходится сделать выбор. Карьера, партия Жизели в выпускном спектакле или мальчик из нетеатрального мира. Ее решение предсказуемо. Она же Велиса. Это трагическая история балерины Ольги Списивцевой, известной по своему трепетному исполнению партии Жизели. Как и любимая героиня, Ольга сошла с ума и десятилетия провела в психиатрической лечебнице. В фильме показан ее путь к безумию. В попытке сделать модное и глубокое кино в «Мании Жизели» смешиваются два времени и судьбы двух героинь. Но то ли в процессе, то ли на этапе монтажа многое потерялось. Прием лишился смысла. Галина Тюнина, для которой Списивцева стала первой ролью в кино, не танцовщица. Но это и не проблема, потому что танца тут немного. А тот, что есть, больше современный. Его поставил модный в 90-е хореограф Евгений Панфилов. Позволю себе нарушить наш хронологический принцип, чтобы закончить сегодня на ноте не совсем балетной, но однозначно жизнеутверждающей. В фильме «Stepping Out» у нас название перевели не очень удачно. Выход на сцену. Потерялась игра слов. «Степ» как шаг и «степ» как танцевальное направление. Так вот в этом фильме мы, кажется, впервые видим взрослых любителей, которые приходят учиться танцевать. Персонажи запоминающиеся, у каждого своя история, свои комплексы и свое горе. И занятие становится для всех отдушиной, в том числе для педагога, бывшей бродвейской актрисы в исполнении Лайзы Минелли. Ох, друзья, даже не верится, что я наконец записала это видео. Было сложно, долго, но надеюсь, что получилось достаточно хорошо. Пожалуйста, поддержите меня лайком, комментарием, подпиской и надеюсь, что мы скоро увидимся с вами уже в следующем видео. Пока-пока.